Как вы думаете, из чего это? Глина, керамика? Это обычный картон. Сегодня я покажу настоящую магию имитации. Только картон, самодельная масса для лепки и техника декора. Это зеркало я купила в Икее за $3. Первым делом готовим базу. Картон на одинаковые квадраты, у меня по 5 сантиметров. Квадратики плиточки подгоняю с учетом изменения размеров при покрытии массой. Из гофрокартона также вырезала основу под зеркало и раму. А теперь главное этого проекта – самодельная масса для лепки. В 100 граммах клея ПВА растворяем 16 грамм туалетной бумаги. Добавляю неполную ложку геля для душа и ложку масла, 20 грамм крахмала и 40 грамм муки. Жирный крем для рук, и масса готова для работы. Раскатываю тонкий слой и полностью запечатываю картонную заготовку в массе. Эта масса очень пластичная, но после высыхания становится твердой, как камень. Масса сохнет довольно быстро. Во время работы держите ее в закрытом пакете. Лепить можно сразу после приготовления массы. Можно ее хранить в холодильнике в герметичной упаковке примерно 1 неделю. Если масса после хранения потеряет эластичность, добавьте немного клея. И если масса подлипает к столу, припудриваем поверхность крахмалом. Ссылку на подробное видео по массе вы найдете в описании под этим видео. Не бойтесь легкой неровности, именно это придает плитке ручной крафтовый вид. За ночь одна сторона высохла. Переворачиваем и продолжаем сушить. А пока сохнет, займусь основой для зеркала. Петельки для подвеса, ушки от крышек банок. Крафт бумагу получаем из пакета. Оклеиваю торцы. Это удобно делать клейстером. Когда высохнет, окрашиваю черной краской. А плитка уже высохла. Можно приступать к декору. Я использую строительную шпаклевку. Также можно работать текстурной пастой. Сразу после использования трафарет положите в воду или помойте его под струей. Еще одна идея. Наношу шпаклевку на всю плиточку для создания фактурного фона. А когда фон высохнет, располагаю трафарет в центре плитки. Чтобы плитка не выглядела пластиковой,
я использую послойную окраску. Сначала создаем базовый тон. Первый слой должен быть темным. Хорошо прокрашиваем. Краска должна попасть во все углубления. Следующий слой, когда первый высохнет, из той же самой гаммы, но намного светлей. Окрашиваем методом сухой кисти, так чтобы предыдущий слой тоже был виден. Легкая патина по краям и в некоторых местах добавит глубины. Патину всегда можно заменить акриловой краской до прозрачности, разведенной водой. Смотрите, как сразу меняется вид. У меня металлизированный воск, буду использовать все 3 оттенка. Набираю небольшое количество на палец и выделяю фактурную поверхность. Воск использую от темного к более светлому тону. А вот и плиточка с фактурным фоном. Воск можно заменить акриловыми металликами, наносить также пальцем или кистью. Плитки я покрыла глянцевым лаком для наружных работ. В помещении работать с таким лаком нельзя, поэтому сделала это за кадром. Лак окончательно превратил в глазурованную плитку. Осталось только собрать нашу мозаику на раме зеркала. Я использую столярный клей для плиток. Сначала приклеиваю верхний ряд. Затем боковые ряды. После этого приклеиваю зеркало, используя жидкие гвозди. И завершаю нижним рядом плиток. Вот такое зеркало у меня получилось. Я очень довольна результатом. Самое главное, себестоимость проекта почти равна нулю. И море удовольствия, полученное от работы. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите, поверили бы вы, что это картон. Спасибо за просмотр.
Увидимся!